Здесь говорят не о растениях, а о том, что они делают с человеком. О знаниях, которые исчезли не случайно. Если вы здесь, значит, обычных объяснений вам уже недостаточно. Это место для тех, кто чувствует, что-то было утрачено. Есть растения, которые воздействуют на тело. Есть те, что вмешиваются в эмоции. А есть те, которые стирают саму границу между тем, что ты считаешь реальным, и тем, что реальностью не является. Их не изучают в открытую, потому что с ними невозможно остаться внешним наблюдателем. Они не дают знания, они меняют состояние, в котором знание вообще становится возможным. О таком растении невозможно говорить спокойно. Потому что оно не оставляет человека прежним. Не из-за яда, не из-за галлюцинаций, а из-за того, что после контакта с ним становится очевидно, что реальность не единая, и сознание не замкнутая система. Это растение не вписывается ни в медицину, ни в фольклор, ни в бытовую логику. Его можно либо запретить, либо окружить страхом. Что, по сути, одно и то же. Когда-то его использовали не для развлечения и не для побега. Его использовали как инструмент входа. В состояние, где сон и бодрствование переставали быть противоположностями. Где образы не казались, а действовали. Где человек переставал быть центром происходящего и становился частью процесса. Именно поэтому доступ к нему всегда был ограничен. Не законом, а знанием. Позже это знание исчезло. Остались обрывки, страшные истории, безумные поступки, случайные отравления. Осталось слово, которое произносят шепотом. Осталась репутация растения, которое сводит с ума. Но никто не объясняет, почему именно это безумие оказалось опаснее всех остальных. Почему общество спокойно относится к веществам, которые притупляют, но боится того, что расширяет. Это растение не дает эйфории. Оно дает дезориентацию, но не тело, а сознание. Оно разрушает привычную сборку личности, временно отключает фильтры, которые отделяют допустимое от невозможного. И именно поэтому его невозможно встроить в систему контроля. Его нельзя дозировать для масс. Его нельзя превратить в продукт без потери сути. Оно либо работает, либо ломает того, кто не готов. В древних культурах с ним не экспериментировали. С ним готовились. Неделями. Постом, изоляцией, ритуалом, тишиной. Потому что вход без подготовки считался опаснее смерти. Не для тела, а для разума. Человек мог вернуться, но уже не собрать себя обратно в прежнем виде. Не потому что растение вредное, а потому что оно показывало слишком много. Сегодня о нем говорят как о сорняке, как о яде, как о проблеме. Но никто не говорит о главном, почему растение, растущее буквально под ногами, оказалось способным вмешиваться в фундаментальные механизмы восприятия. Почему его знание исчезло почти полностью, в отличие от десятков других ядовитых трав. И почему страх вокруг него выглядит не стихийным, а системным. Это не история про опасность. Это история про контроль над состояниями сознания. Про то, какие двери человеку разрешено открывать и какие должны оставаться закрытыми навсегда. И дурман в этой системе не исключение. Он – граница, за которой начинается территория, где человек перестает быть удобным. Самое странное в этом растении даже не его эффект, а то, как быстро и тщательно его вытеснили из живого знания. Не оставили инструкций. Не сохранили нейтральных описаний. Только крайности, либо опасный яд, либо безумие. Между этими полюсами – пустота. А пустота в таких местах никогда не бывает случайной. Если посмотреть на историю внимательно, станет видно, дурман исчезает именно в тот момент, когда знание начинает систематизироваться и централизоваться. Пока травами пользовались локально в общинах и родах, у жрецов он существовал как инструмент. Как только появляется медицина, которой нужен повторяемый результат, и религия, которой нужен контролируемый опыт, дурман становится проблемой. Он дает переживание, которое невозможно встроить в догму.
Его нельзя интерпретировать сверху, только прожить. Дурман не показывает картинки. Он отключает наблюдателя. В этом его отличие от большинства психоактивных растений. Человек не видит видения, он перестает быть тем, кто видит. Это состояние глубоко несовместимо с любыми иерархиями. Потому что тот, кто пережил распад привычного «я», больше не принимает правила так же, как раньше. Его можно запугать, но им сложно управлять. Именно поэтому вокруг дурмана всегда возникала одна и та же стратегия – демонизация. Его связывали с ведьмами, бесами, безумием, преступлением. Не потому, что он опаснее других растений, а потому, что он не оставляет посредников. Никакого толкователя, никакого священника, никакого эксперта. Есть только опыт, который нельзя передать словами и нельзя отнять. Современная культура унаследовала этот страх, но утратила понимание. Сегодня дурман – это плохой трип, галлюцинации, потеря контроля. Но никто не задается вопросом, почему потеря контроля пугает сильнее, чем его полное отсутствие в повседневной жизни. Почему вещества, которые притупляют, легализованы и рекламируются, а растение, которое вскрывает структуру восприятия, должно быть забыто. Есть еще одна деталь, о которой почти не говорят. Дурман действует не как побег, а как столкновение. Он не уводит в приятные миры, он разрушает декорации. Поэтому его никогда не использовали массово. Он не подходит для развлечения. Он не создает зависимость в привычном смысле. Он создает разрыв. А разрыв – это то, чего система боится больше всего. Именно поэтому в каталогах семян, банках генетических ресурсов, официальных списках лекарственных растений дурман присутствует формально, как биологический объект, но полностью лишен контекста. Его оставили как тело, но забрали смысл. Потому что смысл невозможно хранить в хранилище. Его можно только передавать напрямую, от человека к человеку. Дурман не зовет. Он не обещает. Он не предлагает путь. Он просто существует. И этого оказалось достаточно, чтобы вокруг него выстроили стену молчания. Не из-за того, что он слишком силен, а из-за того, что он слишком честен. И именно поэтому разговор о нем никогда не заканчивается одним эпизодом. Потому что дурман не тема. Он – порок. Есть одна закономерность, которую почти никто не замечает. Все растения, способные вмешиваться в структуру сознания, со временем либо были превращены в контролируемые вещества, либо полностью вытеснены из культуры. Но с дурманом не удалось ни то, ни другое. Его нельзя было очистить до удобного алкалоида без потери сути. Нельзя было стандартизировать эффект. Он каждый раз действовал по-разному, потому что воздействовал не на химию, а на сборку личности. Это делало его непригодным для любой системы, основанной на повторяемости. Медицина требует прогнозируемого результата. Рынок требует управляемого потребителя. А дурман не дает ни одного из этих условий. Он не отвечает на запрос, он его разрушает. Поэтому вокруг него постепенно сформировали образ абсолютной опасности. Не конкретный, не измеримый, а размытый и тотальный. Можно сойти с ума. Можно не вернуться. Можно навсегда потерять себя. Эти формулировки удобны именно своей неопределенностью. Они не объясняют, они останавливают. И этого достаточно, чтобы знание не передавалось дальше. Но если отбросить страх и посмотреть глубже, становится ясно, дурман не ломает разум. Он временно отключает защитные конструкции, которые разум считает собой. Он убирает границы между внутренним и внешним, между мыслью и образом, между воспоминанием и происходящим. И для неподготовленного человека это действительно выглядит как катастрофа. Потому что рушится единственное, за что он держался. В древних традициях это состояние называли по-разному, но смысл был один – переход. Не вверх и не вниз, а вглубь. Туда, где личная история перестает быть центром. Где исчезает привычное чувство времени.
где становится очевидно, что «я» — это не объект, а процесс. И именно здесь возникает главная опасность для любой системы контроля. Человек перестает отождествлять себя с навязанной ролью. Поэтому дурман никогда не был растением для всех, и в этом парадокс. Его не запрещали, потому что он мог бы стать массовым, его запрещали, потому что он не мог им стать. Он создавал слишком радикально отличающийся опыт, чтобы его можно было встроить в норму. А все, что не укладывается в норму, со временем объявляют отклонением. Сегодня мы живем в культуре, где измененные состояния присутствуют повсюду, но только в безопасной, управляемой форме. Алкоголь, стимуляторы, бесконечный поток информации. Все это меняет восприятие, но не разрушает структуру «я». Дурман же делает противоположное. Он не добавляет слой, он снимает их все. И именно поэтому его место оказалось не в аптеке и не в клубе, а в тени. Важно понимать, речь здесь не о призыве, не о восстановлении практик, не о романтизации. Речь о понимании. О том, что существуют растения, которые невозможно использовать без последствий для картины мира. И что исчезновение знаний о них – это не ошибка, а решение. Осознанное, системное, повторяющееся из эпохи в эпоху. Дурман – это не про эффект. Это про предел допустимого опыта. Про ту точку, за которой человек перестает быть предсказуемым. И если в прошлых эпизодах мы говорили о растениях, которые лечат, защищают или обостряют, то здесь мы говорим о растении, которое задает вопрос «Кто ты без своих фильтров?». Именно поэтому его невозможно рассказать до конца. О нем можно говорить долго, но он всегда остается за словами. Как сон, который невозможно пересказать без потери сути. Как переживание, которое нельзя передать, не исказив. Дурман не требует выводов. Он сам является выводом. Его присутствие в мире – это напоминание о том, что реальность не ограничивается тем, что принято считать допустимым. Что под ногами растут не только лекарственные или ядовитые растения, но и такие, которые ставят под сомнение саму конструкцию привычного опыта. О нем не осталось инструкций не потому, что они были бесполезны, а потому, что любое точное знание о дурмане невозможно отделить от ответственности. Его нельзя передать массово, не превратив в угрозу не телу, а целостности человека. И именно поэтому знание было рассеяно, фрагментировано, обернуто страхом и молчанием. Но исчезновение не означает отсутствие. Растение никуда не делось. Оно все так же растет на обочинах, пустырях, заброшенных местах, там, где нет контроля, там, где нет надзора. И в этом есть своя символика. Все, что выходит за пределы системы, всегда оказывается на краю. Этот эпизод – не приглашение и не предупреждение. Это фиксация границы. Напоминание о том, что существуют уровни опыта, к которым современный человек не имеет доступа не из-за запретов, а из-за утраты контекста. Мы утратили язык, которым можно говорить о таких состояниях, не превращая их в сенсацию или патологию. И, возможно, именно в этом заключается настоящая причина страха. Не в самом растении, а в том, что оно обнажает. Человек не является окончательной формой себя. Что за привычной личностью есть нечто менее стабильное, но более глубокое. И что прикосновение к этому уровню нельзя отменить, объяснить или развидеть. Мы начали этот путь с растений, которые лечат и защищают. Затем говорили о тех, что вмешиваются в восприятие. Дурман показал предел. Ту точку, где знание перестает быть информацией и становится опытом, который нельзя вернуть обратно в рамки. На этом мы останавливаемся. Не потому, что тема исчерпана, а потому, что дальше уже не текст, дальше уже вопросы, в которых каждый остается собой. Если ты смотришь этот ролик до конца, значит, тебе важнее понимание, чем готовые ответы. Подпишись на канал и посмотри другие эпизоды. Мы не собираем коллекцию растений. Мы собираем утраченные смыслы. И следующий шаг будет еще ближе к тому, о чем обычно предпочитают молчать.